Здравствуйте! Для начала надо нарисовать эскиз. Изначально я хотел сделать тиснение, но в процессе работы отказался от этой идеи. Вырезаю из бумаги или тонкого картона лекало. Делаю примерку, чтобы все детали идеально подходили друг к другу. Хлястик, который фиксирует рукоятку клинка, делаю с запасом. Как оказалось, для меня это была самая сложная деталь в ножнах. Я использую кожу растительного дубления толщиной 4 мм. Переношу лекало тонким фломастером на обратную сторону кожи, так называемую бахтарму. Также для этих целей можно использовать шариковую или гелевую ручку, так как в процессе вырезания заготовки она гарантированно не сотрется. Вырезать заготовки вручную крайне сложно. Кожа очень твердая, напоминает фанеру. Я решил пойти по более легкому пути и вывел форму при помощи наждака на обдирочном камне. Получилось отлично. Снова примеряю все детали. Мелкие огрехи зашкуриваю наждачной бумагой зернистостью 120 грит. Задняя часть подвеса и хлястик довольно толстые, делаю тоньше до 1,5 мм, также при помощи наждака. Итак, вот что у меня получилось. Черные пятна — это зашлифованная кожа, побочный эффект при обдирке на камне. Не стоит переживать, так как на качество и эстетику это никак не повлияет, а скрываются они достаточно легко, покраской кожи. Далее я беру тоже лекало, вкладываю клинок и обвожу контур, затем вырезаю. Это будет внутренняя часть ножен. Готово. Для внутренней части использовал обрезок кожи, который подходил мне по толщине, а точнее был чуть тоньше клинка. Таким образом, когда нож будет в ножнах, он будет довольно плотно сидеть. Как и ранее, переношу лекало на кожу и вырезаю, оставляя запас со всех сторон, так как кожа мягкая, ее будет достаточно сложно сразу подогнать по форме. Вырезав запасом, обчертил клинок и снова все перемерил. Должно все быть идеально. Теперь делаю разметку будущего шва. Если нет такого инструмента, можно обойтись циркулем, предварительно затупив на нем иглу. Кожа должна проминаться, а не царапаться. Где нечетко видно след, подвожу карандашом. Зубчатым колесом делаю разметку, начиная с вершины каждого угла. Шилом намечаю отверстия, также начиная с вершин углов. Так как шаг у разметчика миллиметровый, то делаю проколы каждую третью точку. Таким образом, длина стежка будет равна 3 мм. На некоторых участках не получится сделать четко по 3 мм, так как расстояние между вершинами углов не кратно 3. В этом случае делаю на глаз со сдвигом в ту или иную сторону. Таким образом, визуально все выглядит ровно и аккуратно. Должно получиться примерно так, все симметрично. Важный момент. Нитку буду использовать миллиметровую, поэтому важно взять сверло диаметром 1,2-1,3 мм. И также немаловажно сверлить на низких оборотах, иначе кожа будет подгорать, что негативно скажется на будущем шве. Отверстия отсверлены. Теперь буду резать канавку под нитку. И это была моя первая ошибка. При сверлении кожа в отверстиях уплотнилась, и вырезать идеально ровную линию получилось с трудом. То есть вообще не получилось. Так как крамкорез, как будто спотыкаясь, двигался вперед. Так что на будущее надо сначала делать линию разметки, затем резать канавку, а уже потом разметку зубчатым колесом, проколы и сверлить.
Далее я покажу, как вышел из сложившейся ситуации. Лицевая часть готова. Теперь важно в месте, где будет вставляться клинок, тоже прорезать канавку. Делаю это для того, чтобы нож при заходе в ножны не резал нитки. Теперь надо сделать отверстие на ответной части с точным соблюдением соосности. Равняю две половинки. Делаю контрольные два отверстия и вставляю в них штифты. Теперь смело можно сверлить остальные. Закончив, также режу фаску с лицевой и внутренней стороны. Подошла очередь подвеса. Складываю две детали вместе, прикладываю нож и все равняю. Далее карандашом делаю отметку и снова сверлю, но только те отверстия, которые не попадают на край подвеса. Затем повторяю прошлые манипуляции. Разметка линии шва, зубчатое колесо, разметка шилом, сверление. Снова складываю, совмещаю отверстия, вставляю штифты, подравниваю и сверлю новые дырки. Режу канавки с лицевой стороны и с внутренней. Задняя часть подвеса. Деталь замочил в теплой воде на 5 минут и отформовал по ремню. Да-да, формовать можно и таким способом. Получилось неплохо. Далее размечаю и сверлю. По известной схеме переношу отверстие на ответную часть. Основная подготовительная работа сделана. Пора заняться исправлением ошибок с вырезом канавки. Решение пришло спонтанно. Я взял алмазную шарошку. Она имеет зернистость примерно 200-300 грит. И тут уже на высоких оборотах довольно легко получилось исправить все неровности. Работа над ошибками прошла успешно. Таким же образом я нарезал канавки на всех деталях. Вторая ошибка заключалась в том, что я не учел размеры фурнитуры и возможность изгиба именно этого типа кожи. На эскизе видно, каким должен быть фиксатор, но в реальности пришлось переделывать крепление на центр рукоятки. Как я говорил ранее, хлястик для меня был самой сложной деталью. Переделывал его 3-4 раза, по причине нехватки опыта. Ну да ладно, как говорил Александр Сергеевич, опыт сын ошибок трудных. Зато я теперь знаю эти тонкости и могу поделиться с вами. Итак, я положил хлястик на его место, сделал разметку, где он должен находиться. Также с задней стороны на самом хлястике. Начал делать разметку под шов. И вот снова. Ни в коем случае не чертите линии острым предметом, как в данный момент делаю я шилом. Кожа на этом месте треснет. В результате этот узел будет ненадежен.
Итак, я проделал уже известные мероприятия по подготовке и сверлению. Теперь беру наждачку 600 грит и прохожу все внешние торцы. Кромку я решил не срезать, а обработать таким образом, что оказалось совсем не хуже классического. Покраска. Краситель Карат с завода Новбытхим. Он стоит копейки, а главное очень стойкий. Окрашенное им изделие не стирается и не красится об одежду. Отливаю немного в емкость и обычной губкой начинаю красить. Обязательно защитите стол и руки, так как краситель очень сильно въедается во все, с чем соприкоснется. Легкими мазками равномерно наношу на кожу. Готово! Краска сохнет довольно быстро. Сделав перерыв 30 минут на сушку, начинаю снимать ветошью излишки. Стилусом заполировываю швы. Для этих целей можно использовать не только стальной, но и деревянный и пластиковые предметы. Главное, чтобы они были гладкими. Возвращаюсь к хлястику. Так как в процессе я забыл, что кнопка будет по центру рукоятки, а не на том месте, где она была задумана изначально, я насверлил дырок больше, чем требуется. Выходом из ситуации послужил полусферический вырез, обозначенный на рисунке. К слову, вот что может произойти с кожей на местах изгиба, если ее царапать острым предметом. Сделав новый хлястик, принялся вырезать. Шаблоном нужной формы отлично послужил освежитель воздуха. Вырезал также на наждаке. Беру две половинки ножен. Прикладываю нож и обвожу контур клинка. Начинаю шить. Нитки лучше брать 1,5-2 длины шва. Иглы обязательно предварительно затупить. Делается это для того, чтобы игла не прорезала предыдущую нить, а огибала ее. Равняю центр нитки по отверстию и продвигаюсь к противоположному углу стежок за стежком. В конце шва делаю петлю. Подтягиваю и обрезаю. Обрезаю только с внутренней стороны, оставляя 1,5 мм. Хвостик подплавляю зажигалкой. Снаружи не обрезаю, так как при сшивании двух половинок будет проблематично вытащить иглу, и целостность шва может нарушиться. Заднюю часть шью также, но только крайние две дырки по углам, так как пришитый подвес закроет доступ к ним и пропихнуть нить будет невозможно. Обязательно снимаю иглы, иначе будет путаница в нитках. Аналогичным способом пришиваю подвес к задней части ножен, регулярно подтягивая нить. Последний стежок входит в первый, тем самым заканчивая шов. Хорошенько подтягиваю и обрезаю нитки с двух сторон.
Подпаливаю. Теперь нужно выточить края первых двух швов. Установка проставки. Ранее я отмечал контур клинка. По этому контуру наношу клей момент, следую инструкции, дал подстыть. Укладываю строго по линии разметки проставку. Вкладываю нож и проверяю посадку. Подождав 30 минут, пока клей подстынет, сверлю отверстие в проставке. Удаляю мусор и возвращаю боковые нитки на место. Но изнутри наружу вытягиваю полностью, а снаружи внутрь только вставляю иглу. Также на кончике ножен тоже вставляю иглу. Таким образом получаются направляющие для соосности отверстий, состоящие из 3 точек. Наношу клей на вторую половинку. Смазываю кремом внутренние части для влагозащиты. О креме я расскажу далее. Соединяю две половинки по направляющим. Начинаю шить сначала одну сторону до кончика ножен, потом вторую. Торчащую нитку теперь можно удалить. Когда два шва встретились, обрезаю нитки и фиксирую зажигалкой. Срезаю лишнее. Для этой цели использую нож Ольфа, так как он очень острый и делает чистый рез. Наконец становится виден результат труда. Дело осталось за малым – пришить хлястик и заднюю часть подвеса. Сказано, сделано. Подравниваю на наждачной бумаге зерном 100 грит или же дремелем мелкие неровности. Потом более мелкой 400 грит. Подкрашиваю торец. Ножны почти готовы. Нож сидит очень плотно. Со временем он будет ходить гораздо мягче. Как видно, хлястик очень жесткий на изгиб. Его следует сделать более гибким. Я пропитываю его кремом, также полностью покрываю ножны. Крем делаю сам, в пропорциях 1 часть воска и 5 частей касторового масла. Воск топлю на водяной бане и добавляю касторовое масло, даю остыть. Такой крем имеет отличные водоотталкивающие свойства и приятный аромат. Даю крему впитаться, после чего повторяю процедуру 2-3 раза. Еще раз смазываю торцы и хлястик. Ножны пропитаны.
Мягкой тканью удаляю излишки и располировываю. В труднодоступных местах использую зубную щетку. Как видно, хлястик уже довольно неплохо гнется. Разминаю хлястик. На вставленном ноже корректирую нахлёст. Тут есть одна тонкость. Я правша и нож буду носить с правой стороны. Поэтому если смотреть на ножны, он должен закрываться слева направо, как делаю я. Смысл именно такого положения в том, когда при ходьбе совершаешь махи руками, не будешь постоянно задевать об него. Теперь шилом намечаю центр отверстия под кнопку. Прокалываю насквозь верхнюю часть, тем самым оставляя отметку на нижней части. Кнопки использую стандартные 12,5 мм. Под нижнюю часть кнопки делаю пробойником отверстие 3 мм. Сначала намечаю легким надавливанием, и если все ровно, пробиваю отверстие. Под верхнюю часть кнопки аналогичным образом делаю отверстие 5 мм. Делаю примерку. Кнопки и отверстия также смазываю кремом. Дальше все просто. Развальцовываю на прессе TER-2. У кого нет, можно обратиться в ближайший ремонт обуви или одежды. Ножны готовы. Только хлястик еще довольно жесткий. Чтобы он принял свою постоянную форму и был помягче, пару дней смазываю его по мере впитывания и пару раз в сутки разминаю. Что ж, учитывая факт, что это моя первая работа с кожей, получилось очень достойно. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.